Надо сегодня завести ее стопудово. 25 килограмм стали. Это не просто бензопила, это, блядь, ад какой-то. Вот засранцы, а. Ну что, здравствуй, мой уже зрелый извращенец. С вами Даня Крастер, лаборатория БНБ. И в прошлом видео мы просили вас набрать 70 тысяч лайков. И вы сделали, сука, это за сутки. Чё, каждый раз сложно так сделать? Это получается что? Надо делать взрослый мужицкий вариант щита из стали и бензопилы. Но это в последний раз, точно, в последний мы беремся за такой сложный проект. А сейчас посмотрим, что было в прошлой серии. Ну так, обновить. Гироскутер — это не только два мотор-колеса, это еще до 200 грамм, между прочим, нужных нам мозгов. Это последний раз, когда мы делаем такой проект. Верх косплея, блядь, производимого в России, я считаю. Так, господа. Как бы нам всю эту конструевину теперь переделать под то, чтобы она могла пилить? Два. Я точно знаю, что эта штука должна быть мощной, сука. Ну, минимум пару лошадей. То есть бензопила? Бензопила, что у нас еще есть? Бензопила. Триммер, бензопила. Ну, триммер как будто послабее гораздо. Он вроде компактнее как должен быть. Нам надо, короче, что-то максимально узкое и при этом мощное. Вот и выберем, что из этого будет максимально узкое и мощное. Зубы. Они на болтах точно. Ага. Как-то жестко. Может, Ну, приварено, да. приварено. С бензопилы у нас звездочка там, да? Сцепление со звездочкой сразу. Соответственно, нам нужен либо цепь, либо ремень. Да. Цепь такой себе. Просто куда ты ее сейчас, эту цепь, накинешь? Давай, значит, диск, значит, будет какой-то. Вот здесь. Сама вот эта штука? Да, сама. Все вот это вот. На чем зубья? Как-то крутим диск. Как-то крутим диск. То есть здесь у нас есть какая-то некая передача, да? Внутреннее зацепление, может. Как на Шурик планетарная. Как планетарка, короче, только с одним этим как сателлитом. в прошлый раз хотели, да? Да. Вот это все зубчики. Так. Ага, здесь, значит, тоже звезда какая-то должна быть. Ну, здесь звезда. Да. Вот эту звезду надо чем-то приводить. Ну, пилой. Пилой. Что между сцеплением и звездой вот здесь, которая весь этот диск крутит, вот надо что-то думать. Еще не забывай про обороты. Мне кажется, мы охренеем. Вот 8 тысяч эти крутить. Ну, я и про то, что какая-то передатка должна быть. Что я могу сказать? Бензопила, зубы и некоторая механика, которая приводит все это в действие. Дальше я не шарю. Вновь отправляемся скрипсти по сусекам нашей лабы и собираем все, что может пригодиться. Как и с прошлым щитом, будем по максимуму дербанить залежи хлама и пиздить детали со старых проектов, а то что добро без дела лежит. Итак, чем мы тут богаты? Есть у нас всякие вот тут, сука, останки предыдущих проектов. Тратиться на все это я рот того ебал. У нас здесь есть мотор, который стоял у нас в Аэрозас ранца. Один из любимых моих проектов, может быть, помните. Но у нас вот такая конструкция мотора не очень подходит. Во-первых, потому что он длинный. Здесь вот это вот центробежное сцепление, чашка, еще с каким-то конусом, анусом. Вообще неудобно, не классно. Хочется из готовых вещей все это собрать. Не очень удобно здесь еще вот эта вот рукоятка. Пукнул. Басовые звуки 50 кубиков. Пропеллер нам в этом проекте тоже не понадобится. Есть у нас вот такой вот мотор от Бензокошка. Проект назывался. Вот как. Он более плоский. Для того, чтобы мы его расположили в нашем щите, это удобнее. У него центробежное сцепление, откуда-то здесь еще в ящиках каких-то потерялось. Такого же принципа, плюс-минус, но оно более компактное. Это нам хорошо. Щит не хочется делать очень пузатый. Также у него дергалка вот в эту сторону расположена. Ну и просто сравните, чтобы понимать, о чем я говорю, насколько они различаются по габаритам. Вот этот повкуснее. Также у нас были всякие корпусные подшипники всех цветов и размеров и какие-то детали, по-моему, от мотоцикла, что ли. Но, тем не менее, мы будем использовать вот эту звезду модуля какого-то, хрен пойми, непонятного по виду так третьего. Что ты, блин, кованая.
Вкуснотища. Эй, бич, зацени мой твич. Если ты смотрел наш видос про 3D-сканирование, то наверняка помнишь, что эта технология пиздец как экономит время. Вместо часа танцев с бубном и штангенциркулем вокруг этой пилы можно потратить 2 минуты на то, чтобы отфоткать ее со всех сторон и получить в итоге годнейшую 3D-модель. Даже текстурки есть, я в ахуе. Сколько ушло на вот этот вот бренд? Ну, неделька, наверное. Неделю, то есть меньше даже, чем на... Поменьше, потому что мы уже горьким опытом научены немного. Он как будто выглядит проще, чем прошлый. Попроще, как будто, да. Механически, да, чисто? Но мы здесь же не будем теперь так запариваться над косплеем, вот это вот, то, что он должен красиво выглядеть. Нам надо пилить, вот мы будем пилить. Как и обсуждали, там будет и ременная, и через Вот звездочку, где-то вот да? здесь, да. Здесь придется редуктор ставить, да, на ремнях, скорее всего. А звезда вот уже в самом конце, вот там вот будет цеплять вот эту. Основной диск, где зубы. Слушай, а у нас там получается, что моменты проскальзывания есть на центробежном сцеплении. Только на сцеплении. Только на сцеплении. Да. А ремень? А ремень зубчатый, чтобы ничего не разлетелось, просто сцепление провернется и все. Слушай, а здесь можно посчитать массу деталей стальных? Тут еще столько не хватает, я предчувствую. Половину? Это вообще минимум. Пока что я делал из тройки, по-моему, или из четверки под сталь. Сталь, четверка. Четверка, тройка, сталь. Пока- Вот Я думаю, килограмм... сать. Ну, псать точно. Я не хочу. Зачем? Зачем стоит вообще составлять проект? Потому что есть такие технологии, как там плазменная резка и лазерная резка. И она очень сильно упрощает и ускоряет путь, потому что вот это все херачить вручную, ну, близко вообще к невозможному в наших условиях. На самом деле, по факту, блядь, оверкилл по сложности. Ну, то есть, зачем мы это делаем, я не понимаю. Зачем? Когда можно соду с уксусом мешать и лайфхаки снимать. И это набирает столько же. Зачем? В этот раз мы очень торопились и попросили станок пойти нам навстречу. 2 секунды и прототип готов. Кайф! Вы зацените, какая штука. У нас настолько дохуя опыта, что мы в процессе прототипирования уже проходим несколько итераций, прежде чем сделать готовое изделие. Здесь вы можете наблюдать фанерно-болтовой прототип, я его так назову. Болтовой, потому что мы Build Not Bolts. Здесь у нас отражены все основные движущиеся части, мы смотрим зазоры, мы смотрим, как вся эта шляпа работает. Здесь вот есть некоторые пометочки, которые надо будет внести в изменения в проект, в модель, сука, в чертежи эти ебучие, будь они прокляты, чтобы сделать все это из металла, и у нас все заработало. Мы прикинули вот эти вот корпусные оси с подшипничками, чтобы понять, надо ли расширять какие-то отверстия и так далее. Как все это работает? Есть у нас вот это вот шестерня. Шестеренка будет располагаться с внутренней стороны и будет крутить вот эту внешнюю шестерню. Видите, там много-много-много зубов. Ну, фанера-то это фанера, это все прикольно, классно и интересно. На конструктор детский, кстати, похоже. Теперь это говно надо повторить в металле. Вес конкретно поменяется. И еще некоторые нюансы, о которых рассказывать не буду, потому что это духота. Помучили мальца фанерный прототип, убедились, что все ок. На модели все замечательно крутится и работает, осталось всего-навсего повторить это в реале. Мы пригнали в выставочный цех Лазеркат, они любезно согласились нам помочь в вырезании всех этих пирогов лазером. В нашу плазму детали бы не влезли, да и точность плазмы позволяет разве что мангалы резать или косынки под сварку. Давно хочется перекинуть башку на лазерную, особенно после всех проектов, где лазер дико выручал. Да, потеряем в толщине, которую можно прожечь насквозь, но ее всегда можно набрать пакетом, особенно под наши цели функциональных прототипов. Смотреть, как работает лазер, конечно, дикий кайф. Шустрая башка, которая пробивает сталь как струя снег с хорошей точностью. Не надо болгарить, шлифовать, сверлить, пилить. Закидываешь вектор на комп станка и достаешь готовые детали. Доступные технологии в 21 веке, конечно, дико радуют. Если придумал, что натворить, дважды подумай, как это сделать. Своими руками потратив 2 недели времени или заказать услугу за бабки. Все, конечно, зависит от задачи и ресурсов, но время — единственный невосполнимый ресурс. Оно проходит, и пиздец, его не вернуть.
Забираем все нужные части и вываливаем их на сварочный стол. Мы на нем, как правило, варим и собираем всякие железянные проекты. Благо в этом проекте нет сложных вещей, типа валов с микронной точностью и 100-500 тысяч посадок со ступеньками. Но все сделано технически грамотно, чтобы точно работало. Прокатит ли? Ну, посмотрим. Механика вращения достаточно простая. 12 узлов с доступными подшипниками, вал которых мы посадим на шплинт. Они будут держать плоскость, и 12 подшипников с запрессованным валом, которые будут упираться в торец вращающегося диска. В этом видео мы специально оставили больше сборки, чем обычно, и только попробуйте, сука, попробуйте промотать. Я вообще раньше задавался вопросом, почему таких проектов мало? Да потому что это дорого, пиздец. И снимать, и проектировать, и собирать в конце концов. Мало кто этим в России вообще занимается, и чаще всего ограничивается энтузиастами, которые пилят такие штуки раз в год в надежде хуй знает на что. Мы тут приобрели 2 диска на болгарку вот такой вот конструкции. И по большому счету это прототип нашего сегодняшнего бензопильного щита. Я даже больше скажу. Если таким вот как-то неумело воспользоваться, он может превратить вашу руку в ебаный фарш. Я вообще не понимаю, типа, для кого это делается, кто это использует. Но я это использовать вам, сука, ни в коем случае не рекомендую. Потому что это травмоопасно. Оно, конечно, не дотягивает до цепей висящих на триммер, но посмотрите вот на это внимательно. У нас на болгарке сколько там? 10-15 тысяч оборотов, а вот здесь всю эту херню держат вот эти вот прищепчики. Диск у вас разваливается, и вот эта херня летит вам в лицо. Пиздец. И тут выбор, конечно, за вами. Пользоваться этой штукой или не подходить к ней за 1000 километров. Так же, как и выбор подписаться или нет на телеграм-канал Злой Крастер, где мы и такие штуки вкидываем, и много всяческих интересностей по видосам. На этом блог заканчивается. Спасибо. Переходим дальше к щиту. Переходим к сборке трансмиссии, и если можно так сказать. Ну, у нас типа тоже там двигатель будет, колесо вращающееся, шестеренки вот с зубьями даже какими-то. И если имеешь дело с механикой, первое, чем стоит разжиться, это, конечно, токарный станок. Спустя годы практики я считаю его незаменимым в любой мастерской. Без него прям ну реально тяжко. Сверлильный уже на 2-м месте. А лучше сразу широкоуниверсальный фрезер. Эти игрушки взрослых мужиков реально расширяют возможности, экономят время и повышают качество твоих DIY. Ну и обычный шуруповерт никто не отменял, конечно же. Я вообще всегда советую комбинировать знания и методы для того, чтобы не ебать себе голову и не делать максимально правильно, как гласят ГОСТы, а делать так, чтобы влезть в дедлайн и не потерять функциональности. Итак, у нас готовы 2 промежуточные оси. Осталось вкинуть сюда бензопилу и можно стартовать. А для этого ее надо мальца модернизировать, чтобы она влезла в наш чертеж. Болгаркой, конечно же, чем же еще. Центробежное сцепление здесь обязательная часть нашего праздника. Блять, трансмиссия, сцепление, колеса. Мы что, мотоцикл делаем? Разве что этот из Саус Парка, на котором сразу в ад можно ехать. Это все, что было в проекте, да? Да, все, что было придумано, все сделано. А сколько весит? На данный момент эта херня пиздец, уже тяжело, безумно. На 17,3. И это еще без внешки, Угу. это без топлива. А топливо сколько? Ну, в районе кило там влезет, наверное, да? Ну, какой бак мы засунем сюда, я пока не знаю. Наверное, куда-то под руку вот сюда. Его держать как-то вот так придется. То есть куда-то вот сюда ручку. Ну и вот тут много места. А будет он подсасывать снизу наверх? Это надо будет проверить. А сгоняешь за бензом тогда? Давай заведем, да, попробуем. давай. Пока Диман ушел, немножечко пошалю. Антипригарный спрей. Что-то он как-то долго раскручивается еще. Блин, Диман, надо сегодня завести ее стопудово, проверить хотя бы, как она вообще функционирует. Ну, сейчас давай, что, я подумаю, что тут делать. Может, зажигание все-таки вниз или что ему надо? Ну, позовешь тогда. Давай. 2 hours later.
Даня! Массажеры простаты. Я вообще не понимаю, они выглядят как-то страшно. И отзыв на Амазоне первый... Остались какие-то понты, ручку пристроить да бак поставить. И нет, это не поручень из вагона метро, как ты мог подумать. Это из местного трамвая. Лазером, кстати, очень хорошо варится. Хотелось как-то усилить образ бензопилы в этом адовом механическом перформансе. И хорошо, что наша дружба прошла испытание временем и любезно поделилась с нами бензобаком. Ну что, время почитать комменты. Во-первых, очень много респектов было, просто какое-то дичайшее количество. Я, честно говоря, не ожидал, потому что обычно, когда мы делаем сложные проекты, воспринимаются они вообще не так. Тут, наверное, еще тематика Дума сыграла, но очень много, прям льстите. Приятно, спасибо. Вот если бы каждый видос вы так реагировали, мы бы уже просто пиздец какие вещи творили, и даже вот этот щит совершенно не предел. Было бы гораздо круче, поэтому продолжайте, пожалуйста, спасибо. Что меня реально удивило, это ребята с Man at Arms откомментили. Гайс, блять, кайф, спасибо. Видели тоже ваш проект, тоже очень крутой. Сильнее проработана визуальная составляющая по деталькам, по всяким штучкам. Сами зубы выглядят так же, как в игре. Это, конечно, тоже доставляет жестко. Есть один момент. Ребят с Man at Arms спонсировала беседка, и это, я, насколько понимаю, к продвижению нового Doom. А мы вот заранее знали, что у Doom будет некоторое такое маркетинговое продвижение, и поэтому мы, наоборот, здесь подцепились к тому инфоповоду, который вся эта штука поимела. Ну и 3D-модели, блядь, делали тоже сами, вообще все сами срисовывали, с картинок. Так же, как было с кинжалом из Скайрима когда-то давно. То есть чисто по картинкам, по каким-то кадрам из игры повторяли то, что можем. Если бы нам, блядь, точные 3D-модели из игры предоставляли, мы бы, пиздец, уже, ну не танки, конечно, но классные штуки собирали бы. Фу, немного передохнули, надо продолжать делать. Теперь надо сделать сам щит. Он будет стальной вместо стеклопластика, как в прошлом косплейном варианте. И если ты досмотрел до этого момента и не знаешь, что это вторая версия щита из Дума на канале, то знаешь что? Ты странный. Изначально я планировал выстучить его из целикового кругляша стали, но в самый последний момент подумал, что это какая-то заёба. И проще будет сделать его из лепестков, как ромашку. Сталь достаточно тонкая и холодно-катанная, поэтому можно порезать лазером и выстучить на подушке, которую мы, кстати, сшили на стримах на Твиче. Да, я еще и стримлю, прикинь. Ну, короче, в нашем деле главное что? Главное технологию выработать. Вот какая-то, блядь. 9-я уже быстро получается, всего 12. Первые 8, ну такие себе, а мне еще говно это сваривать. После ручной резки лазером варить лазером не очень прикольно, щели достаточно большие. Надо бы уже этот пистолет к робо-руке какой-нибудь примотать изолентой, это всяко точнее будет. И именно поэтому большие щели в этих деталях мы будем еще закидывать полуавтоматом. Лазер офигенная вещь, но, конечно, надо еще приноровиться. Осталось примастерить зубки, и можно расхуячить все, что плохо лежит. Думали их закалить, а вот хуй там. В нашей сталюке мало углерода, а значит лишний гемор будет не оправдан. Ну, то бишь они типа не закалятся, а останутся мягкими. Ну что, сученьки, наконец-то этот кусок говна, отнявший кучу нервов, времени, сил и денег, готов. Это последний раз, когда мы делаем настолько сложное конструирование какой-то неведомой хуйни. Давайте посмотрим, сколько же он весит в итоге. Ебать меня, мою жизнь. Сколько там? Не вижу. Ну, 24,5. 25 килограмм стали и ненависти в одной круглой железке. Блин, будь ты проклята. Сарычева надо звать, никак иначе. 24 килограмма — это гантели, которые я максимум вверх жму в зале. Это мой предел. А этой хуйней еще и махать надо. Будь я проклят! Демоны, питалом. А, ёпта, заправиться надо. Ну, конечно, не поедет он. Мы это самое, демонические кристаллы еще не накопали. Скоро накопаем. Будет так работать, без бензопилы. Хоть полегче станет. Немножечко бензику.
Куль-куль-куль-куль. Страшно как. Так. Джонни Кейдж был с подобным щитом и распилил пузо Скорпиону в первой части Mortal Kombat, я помню. Но он не был бензиновый. Надо чуть-чуть прокачать это дело, чтобы бензин пошел. Да я выключу на всякий случай, чтобы он не завелся. Тут, сука, тема реально опасная. Опять перчатки нужны, да что такое? Хуй ведешься. Ща, демоны, погодите, блядь. Ща, погоди. Сука, автолевинга, блядь, гана мне не хватает. Бафомет, ща, погоди, у нас тут, тихо, а тут подсоси, ща, погоди. Ща пить вам будет. Пиздом, демоны. Чуть было не было. Ну его нахуй. Ну его нахуй, блядь. И в пизд... У меня же там артерии. Где моя кольчуга? А мне нравится, слушай, я бы в такой спал. Знаете что? Я нахуй в руках ее держать не собираюсь. Пизду. Это слишком опасная хуйня, которую мы сделали. Это самая опасная хуйня, которая вообще была создана человеком. Смотрите, ты ее нажимаешь, она еще... А тяжелая, пиздец. Да вы чё? Где мой конь? Ну что, ебучие демонические овощи, настал ваш час смерти. Сейчас мы с помощью вот этой бензопильной щитоплатформы будем уничтожать. Мне не терпится, на самом деле, ее запустить. В руках оказалось очень страшно. Уф! Вот это продрест! Просто пиздец. Я отвернулся, страшно было. Да я сам не увидел, все слишком быстро произошло. Я жду, Димас, твоей реакции. Ты не то что кинуть, ты должен шаг вперед диском сделать. Да пиздец вообще. Ну что, давайте другую. Я хочу уволиться. Это пиздец. Это не просто бензопила, это, блядь, ад какой-то. Ну шо, холоп, давайте, барин, развлекайте челядь. Ходи то, делай сюда. Ну что, давайте куропатку одну раздербаним, посмотрим, как она по птице работает, так сказать. Пищевая пила у нас получилась. Ну что, давайте посмотрим, что там с куропаткой произошло. Пиздец. Просто вообще адское мясное месиво. Это один раз она попала на зубья, и пила по ощущению вообще не почувствовала никакой нагрузки.
разрывающий эффект ебистический. С овощами закончим арбуз, как нас все поведет. Как они, блядь, в этой кольчуге вообще ходили. Я даже не знаю, с чем сравнить, как по снегу просто такой. Ну что, дамы и господа, мы убрали весь какиш липкий, и в гости к нам зашел Герман, наш старый друг. Прям как у разрушителей мифов. Вы готовы, Дмитрий? Да. Вот. Газуй! Было, блядь! Повержен! Как вы можете заметить, у нас здесь величайшие повреждения мягких тканей. Возможно, даже ребра пропилило бы, разорвало, сломало. Но это пиздец. Рваная рана, которая вот такой вот глубины, несовместима с жизнью. Я думаю, никак. Я уверен, что никак. Еще раз хочу. Ну что, демон у нас резиновый выжил. Давайте попробуем еще раз. Посмотрим, что будет, если щит попадет прям в ебало. В игре же его можно кидать в демонов. Пиздец. Ну, тут как бы немножко вот тут посекло, здесь у нас мозг выело чуть-чуть, но он ему, в принципе, и не нужен. И дальше вот здесь пошло тык-тык-тык, заживало нормально его. Прилично, но очень агрессивные зубы, просто. Ну что, братан, оставим тебя в живых, хватит с тебя сегодня, да? Давайте перейдем к более тяжелой артиллерии и посмотрим, что этот бензопильный щит сделает с холодильником. Специально для теста замутили старый холодильничек без компрессора, уже без ничего. Только он тяжелый какой-то. Бывает же. Ну что, мы все выставили, готовы к финальному тесту против фруктов и овощей. Это, конечно, весело и прикольно. Но когда куча сраной стали с охуевшим моментом инерции втыкается в другую сталь, это уже сыкотно. Вообще, эта штука очень сыкотная, но мы готовы бахнуть. Погнали! Я думал, он воткнется сразу же, а он начал его выгрызать, выпиливать. Чуть-чуть зубам зацепа не хватает, они все-таки у нас для плоти, а не для холодильника. Сука, это было страшно. Но он деранул и подпрыгнул. Пиздец. Просто как консервную банку вскрыл. Купроху оторвал от удара. Всем спасибо за просмотр и за ваш лайк. Мы заеб сделать этот щит. До скорого.